Всем огромный привет! Меня зовут Надежда, и вы на канале Мир веселых петелек. Сегодня мы с вами будем вязать альпаку. Она такая большая, даже не помещается у нас в камеру. Давайте мы ее посмотрим. Она получилась в высоту 40 сантиметров, в длину 30. Вязать мы с вами будем ниточками травка. 3 цвета. Это розовый, зеленый и желтый. Я брала моточки по 100 грамм. У меня ушло каждого цвета где-то по 75 грамм. Давайте мы их уберем. Также нам понадобится вот такая мягкая ниточка белого цвета и розового. Розовая совсем маленечко, это вот на ушке. Белой ниточкой мы с вами будем вязать ножки и мордочку. Для мордочки нам нужно будет еще черная ниточка. Белой вот этой ниточкой мы с вами вяжем еще хвостик, забыла сказать. Вязать мы с вами будем крючком 2,5. Также нам понадобится вот такая вот расчесочка. Мы будем расчесывать альпаку. На глазки нам с вами понадобится фетр. И сами глазки. Диаметр глазок 2 сантиметра. Также, конечно, это ножницы. Обычная швейная иголка и ниточки. И, конечно же, наполнитель. Давайте начнем вязать. Сначала мы с вами свяжем голову. Особенность этой ниточки в том, что петельки не нужно сильно затягивать, чтобы их было видно. Делаем с вами 2 воздушных петли, закрепляем нитку, набираем 2 воздушных петли. 1, 2. Во вторую петельку от крючка ворсинки убираем, набираем 6 столбиков. Вяжем 6 столбиков без накида. 1 столбик, 2 столбик, 6. Набрали 6 столбиков. Ставим маркер, чтобы определить начало ряда. И вяжем первый ряд. Ворсинки пока мы убираем вниз рукой. Первый ряд желательно просчитать, чтобы не пропустить ни одну петельку. В первом ряду мы с вами делаем 6 прибавок. Мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. В первую петельку. Если приглядеться, петельки видно. Провязываем. Мы с вами сделали первую прибавку, не затягивайте. Во вторую петельку. Опять провязываем 2 столбика. Это у нас с вами вторая прибавка. В третью петельку опять провязываем 2 столбика. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая. И 6. Все, мы с вами провязали, не сбились. Дальше, если туго вязать не будете, все петельки будут хорошо видно. Вот даже если приглядеться, их видно. Второй ряд.
Так, мы с вами сделали 6 прибавок. У нас с вами по кругу получилось 12 столбиков. Вяжем следующий второй ряд. В этом ряду у нас также 6 прибавок. Делать мы прибавку будем через один столбик. Провязываем один столбик и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончании ряда 18 столбиков. Провязываем первый столбик, следующую петельку, делаем прибавку, провязываем 2 столбика. Опять провязываем столбик, третий ряд, делаем прибавку через 2 столбика, провязываем 2 столбика и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 24 столбика. Провязываем первый столбик, второй столбик, делаем первую прибавку. Опять провязываем 2 столбика, делаем вторую прибавку. Четвертый ряд. Делаем прибавку через 3 столбика. Провязываем 3 столбика и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 30 столбиков. Провязываем первый столбик, второй столбик, третий. Делаем первую прибавку. Опять провязываем 3 столбика. Делаем вторую прибавку. Вот видите, мы с вами провязали, петельки уже довольно-таки хорошо видно, если не затягивать при вязании. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду мы с вами делаем прибавку через 4 столбика. Провязываете 4 столбика и делаете прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 36 столбиков. Следующие 4 ряда вы будете вязать самостоятельно. Шестой ряд вы делаете прибавку через 5 столбиков, седьмой ряд прибавку через 6 столбиков, восьмой ряд прибавку через 7 и девятый ряд через 8 столбиков. И у вас должно получиться 60 столбиков после всех прибавок. Мы с вами сделали прибавки. У нас по кругу 60 столбиков. Следующие 7 рядов мы вяжем без изменения по 60 столбиков. И при вязании последней петельки мы с вами поменяем нитку на розовую. Провязали мы с вами 7 рядов. У нас остался провязать один столбик, и мы с вами меняем ниточку. Берем розовую нитку и подсоединяем. Желтенькую мы можем обрезать. Завязываем на узелок. И продолжаем дальше вязать розовой ниткой. Мы провязали 7 рядов. Следующий у нас с вами ряд получается 17. В этом ряду у нас с вами будет 4 прибавки. Прибавку мы будем делать через 14 столбиков. Провязываете 14 столбиков и делаете прибавку. У нас 4 прибавки и по окончанию ряда получится 64 столбика. Раз, 14. Провязали 14 столбиков. Делаем первую прибавку. Опять провязываем 14 столбиков и делаем вторую прибавку. Мы с вами сделали 4 прибавки. У нас по кругу 64 столбика. Следующие 6 рядов мы вяжем без изменения по 64 столбика. Провязали мы с вами 6 рядов. Следующий у нас 24 ряд. В этом ряду у нас с вами 2 прибавки. Прибавку мы будем делать через 31 столбик.
Провязываете 31 столбик, делаете одну прибавку, еще 31 столбик, вторую прибавку. И у нас с вами получится 66 столбиков. У нас с вами 66 столбиков. Следующий 25 ряд мы вяжем без изменения 66 столбиков. И при вязании последнего столбика меняем на нитку зеленого цвета. Поменяли зелененькую нитку. И дальше мы с вами вяжем 5 рядов по 66 столбиков зеленой ниткой. Провязали мы с вами 5 рядов. Следующие ряды пойдут убавочные. Вяжем 31 ряд. В этом ряду у нас с вами 6 убавок. Убавку мы будем делать через 9 столбиков. Провязываем 9 столбиков и делаем убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 60 столбиков. Вяжем 9 столбиков. Провязали 9 столбиков. Делаем первую убавку. Провязываем 3 вместе. Сделали первую убавку. Опять вяжем 9 столбиков и делаем вторую убавку. 32 ряд. Делаем убавку через 8 столбиков. Провязываем 8 столбиков и делаем убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 54 столбика. 33 ряд. Убавку делаем через 7 столбиков. Провязываем 7 столбиков и делаем убавку. У нас 6 убавок и по окончанию ряда 48 столбиков. Следующие убавочные ряды вы будете вязать самостоятельно. 34 ряд вы делаете убавки через 6 столбиков. 35 ряд убавки через 5 столбиков. 36 ряд убавки через 4 столбика и 37 ряд убавки через 3 столбика. И у вас должно получиться 24 столбика. Мы с вами довязали голову, сделали все убавки. Сейчас мы возьмем вот такую расчесочку и будем вычесывать травку. У нас очень много получилось с изнаночной стороны. Берем и расчесываем. Расчесала я голову. В конце, когда мы с вами вязали, сделайте соединительный столбик и ниточку обрежьте. Сейчас мы голову набьем наполнителем. Плотность набивки средняя. Голову набили наполнителем. Я еще ее расчесала. Вот такая у нас будет голова. Теперь мы с вами свяжем мордочку. Берем вот такую мягкую ниточку. Делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков. Раз, 6. Колечко затягиваем. Ставим маркер. И будем с вами вязать первый ряд. Здесь тоже нужно считать петельки, потому что также столбики считать. Петелек также в начале будет плохо видно. В первом ряду у нас с вами 6 прибавок. Мы в каждую петельку провязываем по 2 столбика. И у нас по окончанию ряда получится 12 столбиков. В первую петельку провязываем 2 столбика. У нас с вами первая прибавка. Следующую петельку провязываем 2 столбика. И еще у нас с вами одна прибавка, последняя, 6. Сделали 6 прибавок. Вяжем второй ряд. Во втором ряду у нас прибавка через 1 столбик. Провязываем столбик, делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 18 столбиков. Ряд. В этом ряду у нас с вами 3 прибавки. Прибавку мы будем делать через 5 столбиков. Провязываем 5 столбиков, делаем первую прибавку, еще 5 столбиков, вторую прибавку и еще 5 столбиков, третью прибавку. У нас с вами получится 21 столбик. Четвертый ряд.
Делаем прибавку через 6 столбиков. Провязываем 6 столбиков, делаем первую прибавку, еще 6 столбиков вторую прибавку и 6 столбиков третью прибавку. У нас с вами получится 24 столбика. Мордочку мы также вяжем, как и голову, плотно вязать не нужно. Петельки не затягивайте. Пятый ряд. Провязываем 7 столбиков. Раз, 7. В следующую петельку провязываем 3 столбика. Раз. Так, один мы провязали. 2. 3. И также еще повторяем 2 раза. Провязываем 7 столбиков. Потом в следующую петельку провязываем 3 столбика. И еще раз 7 столбиков. И в последнюю петельку 3 столбика. Провязываем 9 столбиков. Провязали 9 столбиков. В следующую петельку провязываем 3 столбика. Раз. 2. 3. Дальше мы с вами опять провязываем 9 столбиков. В следующую петельку провязываем 3 столбика и довязываем до конца ряда 10 столбиков. Мы с вами сделали прибавки, у нас по кругу 34 столбика. Вяжем следующий 7 ряд. Провязываем 10 столбиков. 10. В следующую петельку провязываем 3 столбика. Раз, 2, 3. Дальше вяжем 11 столбиков. Раз, 11. В следующую петельку провязываем 3 столбика. И дальше довязываете до конца ряда 11 столбиков. Раз, 2, 3. И вяжем 11 столбиков. У нас с вами по кругу 38 столбиков. Следующие 2 ряда, это 8 и 9, мы вяжем без изменения по 38 столбиков. 10 ряд. Провязываем 12 столбиков и делаем прибавку. 12. В следующую петельку делаем прибавку, провязываем 2 столбика. Дальше провязываем 11 столбиков и делаем еще одну прибавку. Провязали еще 11 столбиков и сделали прибавку. Дальше мы вяжем 12 столбиков и делаем третью прибавку. Мы с вами сделали 3 прибавки. У нас по кругу 41 столбик. Следующие 2 ряда мы вяжем без изменения по 41 столбику. Провязали мы 2 ряда, делаем соединительный столбик, ниточку обрезаем, закрепляем. Маркер пока вытаскивать не будем, чтобы нам знать, где у нас будет низ мордочки. Вот такая мордочка у нас. Дальше мы с вами будем вязать ушки. Берем розовую ниточку, делаем кольцо амигуруми и набираем в него 6 столбиков. Раз, 6. Набрали 6 столбиков, колечко затягиваем. Ставим маркер, чтобы определить начало ряда, и вяжем первый ряд. В первом ряду у нас с вами 6 прибавок. Мы в каждую петельку будем провязывать по 2 столбика. Столбики сильно не затягивайте, чтобы было видно потом петельки нам. Так, в первую петельку провязываем 2 столбика. Мы сделали первую прибавку.
во вторую петельку, также провязываем 2 столбика. Второй ряд. Делаем прибавку через 1 столбик. Провязываем столбик и делаем прибавку. У нас 6 прибавок и по окончанию ряда 18 столбиков. Провязываем столбик. В следующую петельку делаем прибавку. Опять провязываем столбик. Третий ряд. В этом ряду у нас с вами 3 прибавки. Прибавку мы будем делать через 5 столбиков. Провязываете 5 столбиков, делаете первую прибавку, еще 5 столбиков, вторую прибавку, и еще 5 столбиков и третью прибавку. И у нас с вами получится 21 столбик. У нас с вами по кругу 21 столбик. Следующие 5 рядов мы вяжем без изменения по 21 столбику. И когда вяжете, не забывайте считать столбики, чтобы не потерять их. Провязали мы с вами 5 рядов. Следующий вяжем 9 ряд. В этом ряду у нас с вами будет 3 убавки. Убавку мы будем делать через 5 столбиков. Провязываем 5 столбиков, делаем первую убавку, еще 5 столбиков, вторую убавку, и еще 5 столбиков и третью убавку. И у нас с вами получится 18 столбиков. Ряд. У нас также 3 убавки. Убавку делаете через 4 столбика. Провязываете 4 столбика, делаете первую убавку, еще 4 столбика, вторую убавку, и еще 4 столбика, третью убавку. И у нас с вами получится по кругу 15 столбиков. Довязали мы ряд до конца. Делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем и закрепляем. Прячем ее вовнутрь, маркер извлекаем. Вот такое у нас с вами пушистое ушко получилось. Одно мы связали, второе вы вяжете самостоятельно. Теперь мы нашу мордочку, которую мы с вами связали, пришьем к голове. Где у нас проходила синяя вот эта ниточка, это у нас будет низ, где мы с вами ставили маркер. Мордочку набейте наполнителем. Сейчас мы возьмем расчесочку и расчешем голову, чтобы у нас мордочка легла красиво. Прикладываем. Закрепляем иголочками. Пришивать мы с вами будем обычной швейной ниткой белого цвета, чтобы не было видно швов. Маркер вот этот вот можно извлечь, он нам теперь не нужен. Мордочку закрепили. Берем швейную иголку, белую нитку, и снизу я взяла двойную ниточку. И снизу потихоньку начинаем пришивать. Когда пришьем мордочку по кругу, внизу останется еще немного у нас места, мы не будем дошивать. И нужно будет еще мордочку набить наполнителем, чтобы она была маленечко поплотнее. Все, захватываем иголочкой петельку на мордочке, на голове. Все хорошо подтягиваем. И теперь на мордочке. Все, и у нас ни швов, ничего не будет видно. Мордочку мы с вами пришили. Дальше мы будем с вами клеить глазки.
Но вначале нам нужно будет вырезать белки. Вначале мы с вами вырезаем шаблон. У нас получается высота белка 3,5 сантиметра. А ширина 4,5 сантиметра. И нижнюю часть белка вам нужно будет подогнать по мордочке. Она должна лежать вот так вот. Как вы там пришьете мордочку, это вы уже сами будете вырезать. Вырезаем шаблон. По шаблону я вот уже вырезала из фетра 2 белка. Теперь мы берем эти белки, прикладываем. Вначале нам нужно будет, еще вам не сказала, ровненько расчесать голову, чтобы все в результате получилось красиво. Все расчесали. Теперь прикладываем белки с одной стороны и с другой стороны. По кругу этого белка мы с вами вставляем иголочки. Придерживаем и прямо по кругу вставляем. Сейчас еще одну. Чтобы нам не ошибиться, лучше почаще поставить. Теперь мы белок убираем. И вот эту вот часть нам нужно будет взять маленькие ножнички и выстричь, чтобы в дальнейшем приклеить белок. Потому что если мы приклеим вот на эту часть, белок просто будет гулять туда-сюда. А так берем ножнички и начинаем выстригать. Выстригли мы с вами вот эту часть, где прикладывали белок. Сейчас я вам приложу, покажу. Расстояние между белками получилось 3 сантиметра. Теперь берем клей, намазываем белок и приклеиваем. И также делайте со второй стороны. Белки приклеили с обоих сторон. Сейчас нам осталось с вами приклеить зрачки. Сейчас вам покажу, как приложу. Так, с одной стороны и с другой. Можете в произвольной форме, как вам нравится. То есть повыше, посерединке, пониже. Как бы вот это оптимальный такой вариант получается. Берем клей и приклеиваем. Все, глазки мы с вами сделали. Теперь мы пришиваем ушки. Ушки нужно будет вот так вот сложить и сшить. Одно ушко и второе ушко. Здесь на голове, где будем пришивать, нужно будет разровнять вот этот ворс. Прикладываем с одной стороны. Пришиваете в произвольной форме, как вам нравится. Я просто вам покажу с одной и вот так вот с другой стороны. Вот такие ушки будут. Ушки мы с вами пришили. Сейчас мы еще с вами оформим носик. Берем иголку и черную нитку. Сейчас наметим вначале иголочками. Определяемся, где у нас где-то серединка. Нам нужно вот так вот вышить треугольничком, оформить носик. Ставим приблизительно на одинаковом расстоянии. Так, давайте, наверное, чуть-чуть поближе. Что-то я тут далековато. Сейчас вышьем, посмотрим.
Если что-то не нравится, всегда можно переделать. Заводим иголку снизу. Может, вы как-нибудь по-другому сделаете. Не туда вставила. Так, вот отсюда начнем. Так, хвостик внизу оставляйте. Можно поправить иголочкой, чтобы ровно было. Так, и нам иголочку нужно будет вывести вниз. Я сейчас тоже поставлю, чтобы ровно было. Так, где-то на таком расстоянии. Ну, вроде как бы носик ровно. Иголочки пока вверх не уберем. Это пускай у нас остается. Теперь нам нужно сделать ротик и сделать так, чтобы наша альпака улыбалась. Сделать ей улыбочку. Ну вот так, давайте попробуем. Каждая игрушка всегда получается индивидуально. Одна так улыбается, другая по-другому. Так, и иголочку выводим сюда вверх в носик. Так, сильно подтягивать не будем, потому что еще потом ниточку мы с вами подклеим. Сейчас образ посмотрим, что получится. Вот сюда пока поставлю. Чуть-чуть, наверное, подтянуть. Так. Теперь вставляем иголочку вот сюда. Так, а нам надо еще с этой стороны поставить иголочку, чтобы получилось где-то на одинаковом расстоянии. Ну, давайте приблизительно поставим. Если что, то переделаем. Так, выводим сюда. И посмотрим, что у нас получится. И вниз. Я думаю, что в принципе получилось даже очень хорошо. И наша лама, посмотрите, какая улыбается. Улыбчивая получилась. Так, здесь мы убираем. Это мы тоже убираем. Можно оставить так, можно взять клей и вот в этих местах чуть-чуть подклеить. Смотрите сами, если хорошо форму держит, то оставляйте так. Если нет, то чуть-чуть подклейте. Все, обрезаем ниточку и завязываем на узелок внизу. Ниточки прячем вовнутрь. Здесь вот у меня уехала. Ну вот, мы с вами голову связали и полностью собрали ее.